проведать своего слабоумного дядю Юски Сибазуку, который только что вышел из 17-летней комы. Такафуми ожидал, что его дядя будет медлительным или пьяным, но был шокирован, когда услышал от него полную бессмыслицу. Сначала Такафуми подумал, что его дядя сошел с ума, но он попросил его говорить по-японски, чтобы они могли понять друг друга. Вскоре пришла медсестра, чтобы проверить его, не обращая внимания на бред, который он нес. Она измерила ему температуру и убедилась, что с ним все в порядке, а потом ушла. Юски посмотрел на Такафуми и понял, что он сын его сестры. Такафуми, однако, сохранял невозмутимое выражение лица и сказал Юски, что его мать, то есть сестра, очень зла на него за его глупость. Юски взял дневник и записал кое-что, прежде чем продолжить. Чтобы доказать, что он все это время жил в другом мире, Юски вытянул руку, указал на бутылку с водой и произнес заклинание, чтобы поднять ее. Первые несколько попыток были неудачными, но Юски наконец произнес нужные слова, и бутылка поднялась. Такафуми не мог поверить своим глазам, но вскоре понял, что его дядя всегда был прав. Он попросил Юски рассказать подробнее, но Юски больше интересовала победа Sega в войне консолей. Такафуми сказал ему, что побеждают Sony и Nintendo. Не то чтобы это имело значение, но потом. Юски продолжает записывать в свой дневник подробности встречи с Такафуми. Такафуми спрашивает его о заклинании, и Юски объясняет ему, что это за заклинание. Затем Юски показывает ему одно из своих странных воспоминаний. После выписки из больницы Такафуми отвозит его домой и начинает выкладывать на YouTube видео, где Юски показывает дешевые фокусы. Через несколько дней Юски заработал около 60 тысяч йен на этих видео. Однажды, когда они ходили за продуктами, Такафуми и Юски заговорили о том, что комната Такафуми слишком большая для него одного. Такафуми легко согласился и спросил своего двуличного Юски, нашел ли он друзей за последние 17 лет в другом мире. Юски ответил, что все 17 лет он был один. Такафуми понимает, что его дядя довольно скучный, и идет мыть посуду. Вскоре Юски рассказывает ему, как ужасно он выглядел в том мире. Тогда все были так возмущены, что охотились на него как на орка. Такафуми просит Юски заткнуться и перестать говорить глупости, пока он моет посуду. К сожалению, Юски не замолкает. Вместо этого он рассказывает, как спас одну девушку, а она даже не поблагодарила его. Такафуми понимает, как плохо было его дяде в том мире, и пытается представить, что могла сказать ему та девушка. Вскоре он понимает, что она была Сендерой, и старается не рассказывать об этом дяде, чтобы не расстраивать его еще больше. С другой стороны, он очень рад вернуться в реальный мир, где есть интернет и Wi-Fi. Прочитав комментарии к своему видео, Юсука впервые столкнулся с троллингом, и это его напугало. Вскоре он решает, что ему нужен мобильный телефон. На этот раз он выбирает древний кнопочный телефон, который ему совсем не поможет. Такафуми пытается объяснить ему, но похоже, Юски настроен серьезно и хочет именно кнопочный телефон. Кстати, о технических новинках Юски говорит, что создал что-то хорошее для жителей другого мира. Когда Такафуми спрашивает, что это, он отвечает, что сделал бесконечный запас воды для деревни, страдающей от засухи. Чтобы доказать свои слова, Юски использует заклинание магии Айруса и показывает своему племяннику воспоминания из другого мира. Вместо того, чтобы поблагодарить его за помощь, жители деревни изгнали его и охотились на него, пока не убили за использование магии. Но когда они уже собирались сжечь его на костре, Сандэй Юски, который жаловался на то, что он появился в воспоминаниях, спас его от верной смерти. Пока она отвлекала жителей деревни, Юски с помощью магии освободился и убежал, не обращая внимания на девушку, которая только что рисковала своей жизнью, чтобы спасти его жалкую задницу. Такафуми чувствует, что его глупый дядя, должно быть, сбежал, не успев забрать девушку. Юсука тоже называет себя идиотом, но затем переключает внимание на аукцион телефонов, который вот-вот закончится. К счастью, он получает телефон, но теперь ему придется заплатить за доставку. Чтобы не платить за доставку, Юски поднимается на балкон и с помощью магии летит в страну, откуда отправляют товар. Примерно через полчаса он возвращается с товаром, за который заплатил всего 1000 йен. Вскоре Такафуми заставляет его заказать еще несколько товаров у других продавцов, чтобы не платить за доставку. Однажды Юски заказал рис на Amazon и каким-то образом узнал, как устроена система хранения у его дяди. Очевидно, дядя хранил разные драгоценные камни, кольца и экзотические мечи в каком-то межпространственном хранилище. Поняв, что камни и кольца ничего не стоят, Такафуми решил спросить его о свадебном кольце, которое он нашел в одном из хранилищ. Оказалось, что у дяди было такое кольцо, и Такафуми забеспокоился. Джанг развеял все его сомнения и сказал, что это просто кольцо, которое он получил за выполнение заданий. Кроме того, он спросил Таку, сокращенно от Такафуми, не хочет ли он поговорить об отношениях. После долгих уговоров, Така попросил дядю рассказать, как выглядела его первая любовь. Клавиатурный воин рассказывал о разных женских персонажах из видеоигр, и это еще больше разозлило Таку. Он спросил дядю, встречал ли он когда-нибудь девушек в другом мире. Юски решил показать ему, как он спас девушку и ее братьев от гигантского монстра. Но даже после спасения девушка и ее братья испугались его уродства.
В конце концов они напали на него и сбросили со скалы. Така увидел это и быстро завершил сеанс. После этого ужасного случая Юске все же удалось спастись благодаря девушке Цундере, которая преследовала его с тех пор. В ту ночь братец проснулся и заставил девчонку покраснеть от смущения, надев ей на палец обручальное кольцо. Така смотрит, как этот придурок делает предложение своей девушке и спрашивает, взял ли он на себя ответственность за нее. К сожалению, этот придурок оказался таким же глупым, как и его племянник, потому что на следующее утро братец снял кольцо с ее пальца и заложил его, чтобы вернуть долг. После просмотра воспоминаний дуэт снова начинает заниматься всякой ерундой. В этот момент худшие моменты в жизни такие связаны с его дядей. Со временем просмотры на YouTube у дяди падают, и он начинает беспокоиться о своих доходах. Сейчас он предлагает им сократить расходы, чтобы больше экономить. Однажды дождливым днем этот болван заказывает бесполезный журнал Sega и несет всякую чушь, что не нравится Такафуми. Он открывает журнал. Очевидно, он купил журнал, чтобы посмотреть, какие игры Sega были популярны в прошлом. Братец приходит в ужас, когда понимает, что другая игра заняла его место. Чтобы выплеснуть свой гнев, он выбегает под дождь и создает желтую молнию, которая движется вокруг его тела, пока он кричит от души. Как он разочарован тем, что его любимая игра занимает 197 место в журнале. После своей детской выходки Юске возвращается в дом, чтобы продолжить обсуждение рейтингов игр со своим племянником. Похоже, он уже справился со своим первоначальным разочарованием. Он вспоминает одну из своих встреч в другом мире, похожую на ролевую игру, и решает показать Такафуми, что там произошло. В первом воспоминании Така видит, как сильно люди ненавидели его дядю в другом мире. После того, как его избили в этой новой деревне, один из старейшин отвел его в дом хранительницы меча бога ледяного клана Мейбл, чтобы он смог выполнить задание. Получить меч и использовать его для победы над огненным драконом. Неуклюжий дядя Юсуки находит прекрасную ледяную леди Мейбл. Она рассказывает ему о цветке, который она хотела бы увидеть вместе с призраком своей матери, о цветке Пава-Пава. Если Юсуки хочет выполнить задание, то ему нужно растопить ледяное сердце Мейбл, чтобы получить меч. Знаете, что сделал этот идиот? Он повернулся спиной к бедной девушке и в одиночку убил дракона. Увидев это, Така понял, что его дядя неисправим. Он даже попытался объяснить, что можно сделать по-другому, например, подарить Мейбл цветок Пава-Пава и убедиться, что она не против. Но Юсуки не захотел этого делать. В этот момент им пришла посылка, и Така пошел ее забирать. Придя на почту, Така понял, что это игровая приставка Sega Saturn, которую он заказал в подарок на свой день рождения. Сюрприз! Юг был немного шокирован выбором подарка, но в конце концов он смирился и начал играть в 20 игр, которые Така заказал вместе с приставкой. Вечером они сходили в магазин за ужином. По дороге домой Юг рассказывал о пришельцах, которые вторгнутся на Землю в канун Нового года. Когда они вернулись домой, Така и Такафуми обсуждали комиксы. Когда дело доходит до этого, Юске показывает Таке, как он провел свой первый Новый год в деревне. Вопреки ожиданиям Таки, его глупый дядя всю ночь просидел в одиночестве вместо того, чтобы веселиться с другими людьми, и рано ушел с невинной вечеринки. Така был очень разочарован своим дядей, ведь он ожидал, что тот расскажет о девушке, которая обычно ходит за ним по пятам в том мире. Услышав, что в ту ночь между ними ничего не произошло, Така просто встает и продолжает играть в хранителей со своим дядей. Во время игры Юске вспоминает, как Мейбл пришла к нему в гости сразу после того, как он ушел с фестиваля. В тот момент Мейбл искала у Юске совета, ведь жители деревни считали ее бесполезной. Юске говорит ей несколько слов, которые успокаивают ее боль. Даже Така гордится своим дядей за то, что он такой крутой. К сожалению, в следующую минуту его дядя снова повел себя глупо. Вместо того, чтобы посоветовать Мейбл выйти из своей раковины и растопить ее холодное сердце, он посоветовал ей оставаться в тени и продолжать быть замкнутой. Така был уже полностью разочарован поступком своего дяди. Он перестает смотреть воспоминания и переходит к приготовлению лапши. Вскоре он спрашивает своего Юэнка, как тот проводит Новый год. Юске рассказывает племяннику, что в свое время он много смотрел телевизор. В итоге они болтали, ели лапшу и играли в игры до самого Нового года, который наступил на следующий день. Через несколько дней после Нового года красивая, но немного странная девушка проходит мимо дома Таки и видит, что его сумасшедший дядя разговаривает сам с собой. Она уже собирается уходить, но Така окликает ее по имени Фудзимия. Фудзимия оборачивается и краснеет. Похоже, она очень увлечена этим парнем с каштановыми волосами. В общем, они вспоминают старые времена. Така приглашает Фудзимию к себе домой, чтобы нормально поговорить, но Фудзимия сначала хочет занести кое-что домой, а потом уже прийти к нему. Через полчаса Фудзимия приходит к Таке и видит, что дома никого нет. Она устраивается поудобнее, и тут на балкон выходит Юске и нападает на нее, думая, что она враг. К счастью для Фудзимии, Така пришел вовремя и остановил Юске, который хотел стереть ей память. После не совсем обычного знакомства Фудзимия узнает, что дядя Таки сумасшедший.
Сначала она подумала, что Така сошел с ума из-за манипуляций Юски, но потом поняла, что они оба сумасшедшие. Судя по тому, как она обращалась к Таке, Юски понял, что она влюблена в него. Чтобы подтвердить свои подозрения, он начинает рассказывать о какой-то скучной игре и почти доходит до концепции цундере, которая почему-то оказалась большой проблемой. В любом случае, Фудзимия прерывает дядю, который игнорирует ее, чтобы продолжить нести чушь. Когда он закончил, Фудзимия уже плакала и жалела девушку. Така возвращает ее к реальности и говорит, что Юски просто рассказывает сюжет игры. Прежде чем она успевает устроить истерику, Юски читает ее мысли и лишает дара речи. Чтобы убедиться, что ей это не мерещится, она подбегает к нему и спрашивает, что происходит. К сожалению, у дяди как раз была доставка. Она просит Таку оставить дядю в покое, чтобы они могли мило поболтать. К сожалению, Така пока не собирался этого делать, потому что не считал дядю достаточно взрослым, чтобы жить одному. Несколько дней спустя Така возвращается домой из магазина и видит, что ту же самую девушку, которую дядя часто встречал в своем старом мире, гладит по голове Фудзимия. Все началось примерно 75 минут назад, когда Такафуми узнал, что Фудзимия собирается зайти к ним. Они быстро переключились на новости, пока Така переводил обновление политики с YouTube. Судя по всему, YouTube только что обновил политику по рекламе. Поскольку у дяди меньше 1000 подписчиков, он больше не будет получать деньги за свои видео. Така проводит небольшое расследование и вскоре узнает, что его дядя отвечает на комментарии очень грубо. Это так его бесит, что он срывается на дядю, а потом успокаивается и пытается найти выход из этой ситуации. В этот момент Юсука рассказывает еще об одной встрече с загадочным запечатанным городом, которая произошла 17 лет назад. Така спрашивает подробности, и Юсука вспоминает. В своем первом воспоминании Юсука задается вопросом, почему деревня закрыта от внешнего мира. В этот момент появляется его преследовательница девушка-мороженка и называет его орком за то, что он такой глупый и не понимает, почему деревню закрыли. На мгновение показалось, что Юски орк, но девушка с мороженым помогает ему избежать проблем с местными жителями. Далее дуэт обсуждает некое государство в древнем Китае Чу. Така останавливает трансляцию, услышав это, и спрашивает, есть ли в другом мире Чу. Юски объясняет значение этого слова на японском, и Така понимает, что он все это время говорил на другом языке. Затем он объясняет значение слова на японском, и Така понимает, что все это время он говорил на другом языке. Она продолжает рассказывать о том, почему в деревне был установлен барьер. Пока она болтает о том, как хорошо в деревне, Юски разрушает барьер с помощью магии, чтобы убедиться, что девушка с мороженым говорит правду. Вскоре после этого по всему городу начинается хаос, когда мифический циклоп и его армия чудовищ приближаются к деревне, чтобы уничтожить людей, живущих там. Чтобы спасти город, девушка с мороженым решает стать первой, кто придет на помощь, прежде чем появятся городские стражники. Она достает меч, активирует магическую силу и летит к чудовищам, чтобы сразить их, сказав самые сладкие слова своей слабой, уродливой заднице. Но когда она уже почти прорывается через окраину города, девушка с мороженым врезается в барьер и падает. Оказывается, Юски уже починил барьер до того, как она решила сразиться с монстрами. После починки барьера монстры возвращаются в лес, а люди начинают гадать, что случилось с барьером. Ангус оказывается подозрительным типом. Вскоре люди начинают подозревать его в предательстве, но тут снова появляется девочка с мороженым и намекает, что барьер мог не сработать из-за его ржавой конструкции. Хорошо, что теперь все вернулось в норму и все исправлено. Дядя забивается в темный угол, чтобы поразмыслить о своей жалкой жизни. Он спрашивает продавщицу мороженого, почему она не сдала его. Продавщица мороженого просит его угостить ее ужином в тот вечер. И угадайте что? Братан сбежал прямо посреди ночи, решив, что продавщица мороженого мошенница. Классический дядя Юсуки. В любом случае, братан закрывает экран памяти и продолжает яростно печатать на ноутбуке. Когда он заканчивает со своим грандиозным планом, дядик говорит Таке, что он просто попросил своих фанатов подписаться на канал, чтобы он мог продолжать зарабатывать деньги на YouTube. Изначально Така был категорически против этого, так как считал, что это слабая защита от Ачс. Однако всего за несколько минут Юсуки получает так много подписчиков, что преодолевает рубеж в 1000 подписок, чтобы продолжать зарабатывать на YouTube. Така шокирован этим, но вскоре его внимание переключается на Фудзимию, который случайно оказался рядом в тот момент. Фудзимия находит любовь всей своей жизни на земле, корчащуюся от боли из-за своего недоверия к интернету. Вскоре после этого Фудзимия встречается с Юсуки, чтобы поговорить о положении дел в доме. Фудзимия пытается дать ему понять, чтобы он убирался из дома, чтобы у Такафуми наконец-то была своя жизнь. Она называет его безработным, надеясь, что дядя получит уведомления и просто оставит их в покое. Юсуки, однако, рассказывает ей о своем канале на YouTube. Когда Фудзимия спрашивает его о деталях, Юсуки держит это в секрете. Продолжая, он дает Таке знак, чтобы тот разрешил Фудзимии жить с ними. Така говорит, что этого не будет. Вскоре он получает уведомление из супермаркета и уходит за товарами, которые там продаются со скидкой. Вскоре после его ухода Юски просит Фудзимию рассказать, что, по ее мнению, могло случиться, почему Така не замечает, какая она милая девушка. Фудзимия говорит ему, что не собирается рассказывать свою историю жизни какому-то дяде, который только и знает, что играть в видеоигры. Эти слова задевают Юски за живое. Он выходит из гостиной и идет в спальню.
Фудзимия понимает, что вела себя как стерва, и решает пойти за ним, но обнаруживает, что он превратился в леди Сандэй из другого мира. Фудзимия не знала ее, и дядя легко обманул ее, сказав, что он в ванной, а она другой человек. В любом случае, у Фудзимии появляется возможность рассказать о том, что случилось, когда они были младше. Но тут появляется Така и видит, что его дядя странно обнимает Фудзимию. Он сразу понимает, что девушка Цундери – это дядя, и убеждается, что Фудзимия знает, что это не она, а просто дядя, притворяющийся другим человеком. Вскоре Такафуми просит дядю снять видео, где он будет изображать леди Сандэй во время игры. Фудзимия просто стоит и не понимает, что происходит. Они снимают видео и загружают его. Пока они ждут, что просмотров станет больше, Такафуми просит дядю проверить, есть ли у него какие-нибудь воспоминания о Фудзимии из детства. Первое воспоминание, которое дядя может вспомнить, это Такафуми в его старой школе. На экране появляется грубый хулиган и начинает задирать юного Таку. Фудзимия просит его рассказать, кто этот парень, и Така говорит, что это она. Фудзимия не верит своим глазам, когда понимает, что она была такой же задирой в средней школе. После воспоминаний Така снова начинает дразнить Фудзимию. Анг тоже кое-что понимает из их разговора и осознает, каким дураком был, когда игнорировал девушек из Сандери. Чуть позже Анг смотрит, как прошло его видео. Он смотрит запись и понимает, что Такафуми вообще не записывал геймплей, а только его самого в образе девушки из Сандери. Хуже всего то, что видео стало вирусным. С этого момента Анг сталкивается с отвратительными сторонами интернета. С теми, где девушки продают свое тело онлайн ради просмотров и денег. Короче говоря, Анг больше не гордился своей работой. Но есть и хорошая новость. Они хорошо поели на эти деньги. После еды Юски проецирует воспоминания Таки о Фудзимии на голографический экран с помощью магии. В одном из воспоминаний двое хулиганов в школе украли у юного Таки его роман. Они проверяют его и всячески издеваются над бедным мальчиком. В этот момент появляется образ Фудзимии и задирает хулиганов, спасая Таку от первых идиотов и возвращая ему книгу. Увидев, какой уродливой она выглядит в воспоминаниях Таки, она испытывает отвращение и злится на себя. После воспоминаний она оправдывается перед двумя другими, говоря, что после средней школы стала гораздо женственнее. Чтобы еще больше подтвердить свои слова, она достает старую фотографию себя и Таки и показывает ее Юске. Юски фотографирует на свой раскладной телефон, и Фудзимия пугается. Она спрашивает, может ли он отправить ей фото по почте или в сообщении, но Юски говорит, что его телефон не умеет отправлять сообщения. Тогда Фудзимия спрашивает, как они общаются, когда никого нет рядом. Юски говорит, что они общаются с помощью средневековых флагов. Фудзимия замолкает и делает глоток кофе, который оказывается очень вкусным. Она просит Таку рассказать, как он купил такой хороший кофе. Така говорит, что купил его на деньги, которые Юски подарил ему на день рождения. Поняв ситуацию, Фудзимия чувствует себя виноватой, потому что не смогла ничего подарить ему на день рождения. После небольшого разговора мальчики уходят, оставив Фудзимию за столиком. Она отправляет Таке откровенную фотографию, на которой она изображена в средней школе, и говорит, что это подарок на день рождения. Така получает сообщение и спрашивает Сири, как удалить фотографии из соцсетей. Фудзимия спрашивает, зачем ему это нужно, и Така отвечает, что если кто-нибудь узнает об этом, его обвинят в педофилии. Фудзимия извиняется, но Така получает уведомление о продаже и бежит в магазин за товаром. Вскоре после его ухода Юски говорит Фудзимии, что ее фото проиграли из-за дурацкого уведомления. Фудзимия встает и хлопает по столу, но Юски проливает свой кофе. Юски успевает остановить горячий кофе, прежде чем он попадает на Фудзимию. Он быстро извиняется за свое поведение и приносит ей полотенце и разрешает принять душ. Перед тем, как она пойдет в душ, он уходит из дома, чтобы не смущать ее. Принимая горячий душ, Фудзимия думает о том, чтобы надеть одежду Такафуми, и вскоре понимает, что это не такая уж плохая идея. Когда она заканчивает принимать душ, она надевает его рубашку и продолжает одеваться. К сожалению для нее, Така возвращается и видит, что под рубашкой у нее ничего нет. Она так громко кричит, что Така убегает в свою комнату и плачет. Вскоре она приходит в себя и видит, что Такафуми очень переживает из-за того, что произошло. Она садится рядом с ним и говорит, что ее не смущает, что он так на нее смотрит. Если уж на то пошло, то ему очень приятно, что она считает его симпатичным. Услышав это, Такафуми снова смотрит на ее стройное тело и берет на себя ответственность за свои действия. Прежде чем Фудзимия успела понять, что происходит, появился Юски с оружием, думая, что на них напал враг. Така представляется своему дяде, объясняет ситуацию и соглашается стереть из памяти события того вечера. Фудзимия определенно не может этого допустить, поэтому она всеми силами пытается заставить Таку вспомнить ее тело. Хаос продолжается какое-то время, пока они наконец не успокаиваются и не решают выпить пиво. Юски спрашивает, не несовершеннолетняя ли Фудзимия. Затем они продолжают говорить о возрасте Юски, и Фудзимия дразнит его за то, что он старый чудак. Чтобы доказать свою правоту, Юски дает несколько
хороших советов, чтобы облегчить им процесс употребления алкоголя. Поскольку они уже давно вышли из возраста, когда можно пить, он решает показать им воспоминания о том, как он впервые напился в другом мире. В тот вечер красивая девушка Цундере была одета в блестящее платье, надеясь привлечь внимание Аджисона и, может быть, влюбить его в себя. К сожалению, Юсуке это совсем не интересовало. Вместо этого он пытался пересадить ее за другой столик. Девушка Цундере хлопнула по столу и спросила, как ему удалось так легко разрушить барьер. Вместо того, чтобы ответить, Юсуке заткнул ей рот едой, умоляя никому не рассказывать, что он тогда разрушил барьер. Девушка Цундере немного растерялась, но пообещала никому не говорить. Вместо этого она захотела узнать, как он стал таким сильным. Юсуке сказал, что стал сильнее, каждый день тренируясь в одиночку, а она спросила, как ему удалось победить гигантского ядовитого дракона, чтобы спасти ее 3 года назад, когда они впервые встретились. Юсуке сказал, что не знал, что этот монстр был таким сильным. Девушка Цундере разозлилась и начала возмущаться, что ее спаситель такой безответственный. Но Юсуке все же удалось поднять ей настроение за ужином, и она покраснела. Девушка Цундере робко спросила, спасал ли Юсуке других девушек так же, как ее. Юсуке рассказал ей о Мейбл и ее ледяном мече. Девушка Цундере сказала, что единственный способ убить дракона – это заморозить его ледяным мечом. Но Юсуке сказал, что победил дракона без ледяного меча и достал флакон с пламенем, чтобы она поверила ему. Затем он начал рассказывать о жизненных советах, которые он дал Таки и Фудзимии. В конце концов они поняли, что этот идиот все это время цитировал Тетрис. Юски встает, чтобы поиграть в игры, оставляя их двоих смотреть дальше. Вскоре Юски уводит девушку мороженое в свою комнату, чтобы они могли побыть наедине. Така следит, чтобы его друг не мешал им. Юски использует девушку мороженое, чтобы добраться до своей комнаты, потому что он пьян. Девушка мороженое ничего не заметила, потому что была слишком влюблена в него. Как только Юски убедился, что он в безопасности, он поблагодарил ее за помощь, оставил снаружи и пошел спать. В этот момент Така и Фудзимия потеряли всякое уважение к другу. Друг появляется и переносит их в утро следующего дня. После просмотра скучной версии того, как друг делает глупости, они решают выпить, чтобы снять стресс. После первого глотка алкоголя друг исчезает и с помощью магии поднимает их в небо. Они веселятся, пока друг держит их в воздухе больше часа. В другом воспоминании Юски пытается погладить уставшую девушку мороженое, когда его отравляют ядовитой стрелой. Чтобы помочь ей, он подходит слишком близко и вытаскивает ядовитую стрелу из ее шеи. Но как только он наклоняется ниже, девушка мороженое вырубает его и стирает его воспоминания. Когда они снова видят друга, они понимают, что девушка мороженое могла сделать с ним что-то ужасное, пока он был без сознания. Фудзимия решает отравить Такафуми, чтобы сделать с ним то же самое, что девушка мороженое сделала с Юски в воспоминаниях. К счастью, Юски не дал ей этого сделать. Друг рассказывает им о финансовых проблемах. Теперь, когда YouTube снизил вознаграждение для создателей контента, Юски снова оказался на мели. Ему нужно решение, и нужно срочно. Фудзимия предлагает ему заняться профессиональным бейсболом. Конечно, он будет использовать магию, чтобы увеличить скорость мяча и улучшить подачу. В ответ Юски говорит, что не хочет мешать бейсболистам, используя магию. Эти слова трогают сердца двух молодых людей, которые его слушают. Вместо того, чтобы заткнуться и перестать говорить, Бро продолжает нести чушь о своих школьных годах, заставляя Такафуми и Фудзимию морщиться от отвращения. Примерно через месяц в июне Юски и его два мушкетера вспоминают о том, как его чуть не убили в другом мире. Конечно, Така и Фудзи спрашивают его о подробностях. Юски включает экран с воспоминаниями и показывает ночь, когда на него напала фигура в капюшоне после того, как он исследовал опасное подземелье. Така и Фудзи узнают в фигуре человека, который преследовал его с тех пор. Через секунду фигура в капюшоне нападает на него и валит на землю. Юски остается спокойным, когда понимает, что под капюшоном Мабел. Он спрашивает, почему она напала на него, и она отвечает, что чувствует себя бесполезной, потому что не выполняет свою роль в жизни. Така и Фудзи все еще не понимают сарказма, поэтому Юски поздравляет ее с новой работой. Вскоре после того, как добрый старик Юск помог им помириться, Мейбл расплакалась и упала в обморок. Юск отнес ее в свою комнату в городе. Через несколько часов Мейбл проснулась в постели Юска и рассказала о том, что произошло в деревне. Оказывается, жители деревни срубили ее домик на дереве на дрова, потому что она им больше не нужна. Они предложили ей самой найти работу или стать их домашним питомцем. Мейбл выбрала третий вариант – заморозить ноги жителей деревни и сбежать. Юск назвал ее упорной и спросил, почему она не захотела работать. Оказалось, что Мейбл была очень ленивой и не могла справиться даже с самой простой работой. Юск встал на ее сторону и сказал, что быть искательницей приключений – это нормально. Мейбл спросила его о работе, и он рассказал ей несколько хитростей, которые помогают ему. Затем он спросил ее о мече, замораживающем богов, и предложил ей зарабатывать на жизнь с его помощью.
помощью. Мейбл немного испугалась, потому что она хранительница меча и ничего не сможет сделать, если ее поймают за его использованием. Юск дал ей дружеский совет, и Мейбл рассказала, как растопить лед в своем сердце. Вскоре после этого он случайно развеселил ее своими шутками и милыми словами. А потом он сказал, что надел ей на безымянный палец левой руки кольцо, пока она спала. Мейбл подумала, что Юск делает ей предложение, и сняла кольцо, чтобы вернуть ему. К тому времени лед в ее сердце уже растаял. Юсука не хочет, чтобы такая тощая девчонка его отвергла, поэтому он подкатывает к ней, говоря самые сладкие слова, от которых сердце Мейбл тает. В довершение всего он предлагает ей переночевать в его комнате и воспользоваться его кроватью, чтобы она могла отдохнуть. Мейбл просит у него денег, чтобы сходить в баню, потому что она давно не мылась. К всеобщему удивлению, Анг встает на колени и обнюхивает ее как собака. Он предлагает ей продать кольцо, чтобы она могла сходить в баню. Услышав это, Мейбл замирает. Анку удается заковать ее меч в цепи, но, к несчастью для него, Сандери, которая проснулась от шума в комнате Анку, застает его за очень подозрительными действиями. Но, к несчастью для него, идиотка разрезает цепи, освобождая Мейбл, которая тут же нападает на Анку и замораживает его в айсберг. Така и Фудзимия решают, что с них хватит. И Така спрашивает Анку о его рекордном времени прохождения игры про пришельцев. Услышав ответ, Юсука гордится собой. Такафуми проверяет ту же игру в интернете и сообщает ему, что кто-то уже побил его рекорд на целую милю. Анг расстроен, но вскоре забывает об этом и возвращается к своему ноутбуку, чтобы заказать еще игр для Sega. Они находят несколько североамериканских игр, которые были переведены неправильно. Пока мальчики спорят, Фудзимия понимает, что запись воспоминаний все еще продолжается. Она прислушивается к словам и слышит японский бахамал. Она сразу же звонит Таке, чтобы послушать историю Мейбл, но, к несчастью для них, Санды перебивает ее и пытается заставить Мейбл отдать кольцо. Когда Мейбл не слушает ее, Санды успокаивается и слушает рассказ Мейбл о том, как ее предок, основатель ледяного клана, создал их клан. Очевидно, что Бро погиб в Великой битве в Бахаале 400 лет назад и получил новую жизнь в Великом Бахаале. Когда Создатель спрашивает мужчину, какую силу он хочет получить, чтобы выжить в новом суровом мире, Бро говорит, что хочет меч, которым можно убить самого Создателя, то есть божественный бонус. Пока Мейбл продолжает свой рассказ, Санды перебивает ее и заканчивает историю за нее. После того, как Санды рассказывает свою историю, Мейбл не выдерживает и плачет, потому что не смогла до конца рассказать свою историю. Санды успокаивает ее, а Анг сходит с ума, потому что во время перемещения в тот мир он не получил никакого божественного бонуса. Прокрутив несколько воспоминаний о том, как его чуть не убили, Анг наконец возвращается к началу, к тому моменту, когда его тело было создано в Великом Бахамале и выброшено в лесу. Первая группа людей, которую он встретил, были террористы, которые избили его до полусмерти. С трудом подбирая слова, Така и Фуджи понимают, что все это происходит на другом языке. Така переводит сообщение и вскоре понимает, что Анг хочет, чтобы его научили этому языку, чтобы он мог лучше понимать их. Да уж, он был полным неудачником. В любом случае, его суперспособность к переводу не сработала, и его продали в цирк уродов как редкого орка. В этот момент Така и Фудзимия решают, что им нужно выпить кофе. Они идут на кухню, чтобы приготовить себе хороший кофе, чтобы потом насладиться им. После перерыва на кофе они продолжают вспоминать. В это время террористы уже избили Юсуки до полусмерти и пришли в кабинет директора цирка уродов, чтобы продать его как редкого орка. Директор предлагает за Юсуки всего 3 медные монеты. Вскоре один из бандитов выставляет на продажу мочалку, и директор неожиданно предлагает за нее 120 медных монет. Именно тогда Такафуми и Фудзимия поняли. В прошлом мире Юсуки был совершенно бесполезен, ведь он стоил дешевле, чем простая мочалка. Фудзимия спрашивает Юсуки, как он мог забыть такое постыдное воспоминание. В этот момент у Юсуки и Такафуми начинает идти кровь из носа. Судя по всему, кровотечение из носа означает, что воспоминания, которые были стерты, возвращаются. Чтобы лучше понять, Юсуки и Такафуми позволяют Фудзимии прочитать первую страницу дневника Юсуки. Открыв книгу, она читает шокирующую новость и все понимает. Забытое воспоминание может вернуться, если будут соблюдены определенные условия. В любом случае, они возвращаются, чтобы узнать, что случилось с Юсуки после того, как его продали в цирк уродов. Оказывается, его бросили в клетку в подвале цирка вместе с другими странными животными. Юсуки пропускает неделю, чтобы не тратить время зря. Когда Така спрашивает почему, он отвечает, что это потому, что директор цирка уродов совсем забыл о нем. На 7-й день Юсуки уже начал сходить с ума. Он стал говорить очень странные вещи о видеоиграх, в которых не было никакого смысла. Когда его спросили, в своем ли он уме, Юсуки ответил, что разговаривал с единственным лучом света, проникавшим в его камеру через потолок, чтобы не сойти с ума. После того, как он наговорил кучу всякой ерунды, произошло нечто очень необычное.
Юски вдруг начал понимать духов и сущности, которые не поддаются человеческому разуму. На этот раз Светлый Дух велел ему подойти ближе к лучу света и говорить с ним, чтобы использовать его в своих целях. Юски произнес свое первое в истории заклинание и каким-то образом создал световой меч из единственного луча света. Затем он использовал этот световой меч или световой клинок, чтобы разрезать свою камеру. Фудзимия и Такафуми сложили 2 и 2 и наконец поняли, что у Юски с самого начала была магическая сила, которая позволяла ему понимать язык духов и разговаривать с ними. Оказалось, что перевод не так уж плох. Даже Юски, обладатель такой силы, не знал, что это его суперспособность. Итак, сразу после того, как он выбрался из своей темной камеры, Юски принялся спасать других существ, запертых в камерах. Когда он закончил, он вернулся домой с кроликом на плече. Через несколько секунд все животные, которых он спас, набросились на него и стали кусать его. Юски и еще один парень были искусаны со всех сторон. Юски уже терял сознание, когда его магические способности снова пробудились, и он стал сильнее. В мгновение ока Юски уничтожил первую волну монстров и отправил раненого друга в больницу. После того, как он разобрался с этим, он сражается с оставшимися монстрами и убивает их всех до рассвета. Сделав все необходимое, Брут приготовил мясо монстров и поел, чтобы восстановить силы. Фудзимия, посмотрев эту часть истории, понимает, что уже поздно, и она может пропустить жареную курицу дома. Но как только она собирается уходить, Анг рассказывает, как он спас эльфийку Цундере от дракона. Фуджимия не терпится услышать эту часть истории, и она отменяет встречу за жареной курицей и садится смотреть эту часть истории Анка. Оказывается, Брут убил ядовитого дракона на 9-й день, чтобы спасти эльфийку, она же девушка Цундере, которая уже была полураздета от того, чтобы стать кормом для дракона. Сразу после этого подвига девушка Цундере злится на уродливого орка, который дал ей свою толстовку, чтобы она не замерзла. Вместо того, чтобы поблагодарить его, она встает и говорит всякие гадости с ножом в руке. Юски спрашивает ее о ноже, и она извиняется за свою грубость. Затем она открывает свой пространственный карман и кладет туда нож. Поскольку пространственный карман находится у нее в животе, Анг подумал, что она сама себя ранила. Девушка Цундере смущается. В конце концов, девушка Цундере оскорбляет его и обещает отомстить, когда придет время. Анг молчит и позволяет девушке Цундере убежать с его толстовкой, и на этом их встреча заканчивается. Затем Анг переносит время на следующий день, когда он был заморожен. На следующий день рано утром он просыпается и видит, что Мейбл и Санди спят у него в ногах. Он будит Санди, и она просыпается первой. Он спрашивает, почему она спит так близко к нему, и она лжет. Анку, который тоже слишком устал, чтобы спорить, в конце концов позволяет ей делать с ним все, что она хочет, пока он немного поспит. Через несколько секунд Мейбл каким-то образом оказывается на груди Анку. Она говорит, что ей нужно работать даже во сне, и это раздражает всех. Санди в конце концов будет ее, напоминая, что она говорила во сне. Мейбл жалуется, что ей нужно найти работу, и Анку говорит ей продать кольцо, которое он ей подарил, за наличные. Санди тоже поддерживает Анку, чтобы Мейбл могла избавиться от кольца. Они немного спорят, но в конце концов Мейбл соглашается, что Санди будет заботиться о ней, пока она не найдет работу и не встанет на ноги. После того, как они уладили дела, Анку угощает девушек завтраком. Они представляются друг другу. Мейбл – хранительница ледяного клана, и эльфийка – исследовательница древних артефактов. Что касается Анку, он лжет и называет себя волком кровавым мечом, что пугает девушек. В любом случае, они быстро заканчивают завтрак, и Санди собирается выкупить свое кольцо в ломбарде. Конечно, она не говорит об этом Анку, а быстро меняет тему и рассказывает о легендарных героях, которые в одиночку победили зверей класса Легион. Мейбл решает пойти с волком, то есть Анку. Но прежде чем это сделать, ей нужно было немного поспать. У них было мало времени, поэтому они разошлись и продолжили заниматься своими делами. После очередного скучного воспоминания Юсука угощает детей вкусным раменом. Как и ожидалось, у него закончились деньги, и Фудзимия заплатила за них, чтобы их не выгнали и не арестовали. Несколько дней спустя Юсука продолжает вести прямую трансляцию, в которой рассказывает о том, как он проводил время с девушкой Сандери. На этот раз он застал ее за тем, как она играет с камнем-оберегом, пытаясь встать с кровати утром. Он попросил ее вернуть ему толстовку, которую она носит уже 3 года. Но девушка отказалась. К сожалению, Юсука не был готов просто так отдать свою любимую толстовку. Он заколдовал ее и попытался снять толстовку прямо при ней. Чтобы избавиться от него, девушка Сандери каким-то образом заставила его снять чары, и он легко снял толстовку. Как только Юсука снял чары, она вырубила его и оставила лежать на полу на несколько часов. Сначала она подумала, что это был просто легкий удар,
но потом поняла, что сделала что-то не так и оставила его лежать на полу, показав Такафуми, в каком ужасном состоянии он оказался из-за своей глупости. Юсука перестал рассказывать о своих воспоминаниях и спросил Такафуми о странной одежде, которая была у него в инвентаре. Такафуми понял, что им нужна девушка, чтобы забрать одежду, и они стали ждать Фудзимию. Когда она вернулась, они заставили ее примерить зеленое блестящее платье. Фудзимии оно понравилось, потому что выглядело на ней очень красиво. Даже Такафуми оно понравилось. Далее Унг решил провести выборы, чтобы определить название своей способности к переводу, которую он приобрел во время пребывания в другом мире. После глупой процедуры голосования они наконец-то назвали эту способность Болтун. В этот момент Фудзимия получает уведомление и понимает, что у нее сегодня дела в колледже. Она берет сумку и уходит. Примерно через час Такафуми и Унг начинают играть в игры. Они останавливаются, чтобы обсудить еще несколько вещей. И тут Унку Юске вдруг захотелось показать Таке воспоминания о 3 героях, с которыми он сражался, когда они уничтожали орду гоблинов. В воспоминаниях Юске атаковали 3 героя, и их предводительницу звали Алисия. Тогда они подумали, что он гоблин. Юске пришлось сразиться с ними, прежде чем они подружились. Другими авантюристами были Эдгар и Рега, оба очень оберегали свою сестру-героиню. После знакомства Алисия решила сотрудничать с Юске. Она попросила его присоединиться к ним в миссии по уничтожению орды гоблинов возле деревни, и Юске согласился. Они шли несколько часов, пока не добрались до ущелья с гоблинами. Юске взял на себя инициативу и применил несколько тактик, прежде чем победить всю орду гоблинов с помощью магии ветра. Этим поступком Юске заслужил уважение 3 героев и отправился с ними в поход той ночью. По дороге Алисия отводит Юске в сторону и говорит, что знает, что это он восстановил барьер в запечатанном городе. Чтобы она его не выдала, он стирает воспоминания всех 3 героев и убегает, думая, что больше никогда их не увидит. Но, как оказалось, он встретил их на лугу, и они все втроем напали на него, приняв за орка. К счастью, Юске оказался достаточно сильным, чтобы остановить их и представиться. На этот раз ублюдок называет себя Куроки Тенма и слушает, что они говорят. Оказывается, они пришли, чтобы победить монстра, который устроил логово в старой часовне. Поскольку монстр был слишком свирепым, 3 жалких героев решили обратиться за помощью. Юске просит их описать монстра, и они говорят, что это гигантский еж. Поскольку Соник его любимый персонаж из игры Sega, еж, Юске сочувствует этому бесполезному существу и решает поговорить с ним, чтобы узнать, почему еж нападает на людей. Вскоре появляется гигантский еж и сталкивается с Юске. Юске был разочарован, потому что еж перед ним совсем не был похож на Соника. Хотя это был обычный еж, но поскольку Юске никогда в жизни не прикасался к траве, он думает, что все ежи на земле должны быть похожи на Соника. В любом случае, Юске удается поговорить с гигантским монстром на его языке. Оказывается, монстру совсем не нравится человеческая плоть, и он просто любит убивать людей ради развлечения. Услышав это, Юске поджаривает монстра до хрустящей корочки и уходит, как ни в чем не бывало. Во время следующего разговора у Фудзимии звонит телефон, и Така спешит ответить. Оказывается, она забыла его дома, и Така решил вернуть его ей. Он объясняет ситуацию Унку, и тот поднимает их в небо и переносит в колледж Фудзимии. Когда они добираются туда, Такафуми видит, что Фудзимия флиртует с каким-то уродом и сразу же ревнует. Така решает разобраться с ним, но прежде чем отпустить его, Унг дает ему магию, которая будет действовать в течение часа. Така благодарит его и уходит. Тем временем Фудзимия пытается избавиться от этого придурка, когда внезапно появляется Такафуми и начинает задавать вопросы. Он протягивает ей телефон и смотрит на парня, но узнает в нем Чиаки, маленького милого мальчика, который когда-то приставал к нему. Даже сейчас, когда он стал хулиганом, Такафуми не обращает на это внимания. Вместо этого он подружился с ним. Вскоре появляется Унг и с облегчением понимает, что все в порядке. Услышав, что Чиаки ютубер, Унг решает связаться с ним и обижается, когда Чиаки говорит, что никогда о нем не слышал. Тем временем Така и Фудзимия обсуждают ее любовные увлечения. Така говорит, что Чиаки парень Фудзимии, и Фудзимия уверяет его, что это неправда. Они продолжают слушать разговор Данди, когда вдруг Такафуми решает показать магию, которую Унг дал ему раньше. До этого Фудзи просила его защитить ее, если какой-нибудь хулиган начнет приставать к ней. Така использует магию, чтобы перенести их с Фудзи на высокий балкон. Затем он долго и нудно объясняет свои ошибки, пока Фудзими это не надоедает, и она просит его заткнуться. Они идут в пустой класс, чтобы поговорить о том, что произошло, когда они были младше. В то время Така вмешался и спас Фудзимию от хулиганов, но когда они посмотрели видеозапись, то поняли, что эта Фудзимия сама была зачинщицей.
Тем не менее, Фудзимия была благодарна Таке, который всегда был рядом, когда был ей нужен больше всего. Вскоре появляется подруга Фудзимии по колледжу и знакомится с Такой. После обмена любезностями она предупреждает Таку, что ему нужно быстро играть в свою игру, иначе Фудзимия может достаться другим парням из колледжа. Така отправляется в колледж, чтобы разобраться с парнями, но тут раздается звонок, и она понимает, что должна забрать своего младшего брата Чаки домой. Она делает это и возвращается домой к Таке. Там они снова разговаривают о разных вещах. Затем они смотрят еще одно воспоминание Юски. На этот раз Юски ищет определенного героя, но Алисия называет себя дешевым актером без класса. После ужасного выступления Алисию ругают братья за то, что она использовала новый меч Эдгара для своего отвратительного поступка. В любом случае, Алисия извиняется перед Эдгаром, а затем объясняет все тупому Унку. Епископом и дает им звание героев только за то, что они убили орду гоблинов. Юсука чувствует, что здесь что-то не так, и решает выяснить. Но перед тем, как уйти, Алисия зовет его и напоминает о его секрете. Он уже собирался стереть ее воспоминания, но Алисия пообещала сохранить это в тайне, и он передумал. Вскоре после этого он решает отправиться в приключения с 3 чудаками. Они путешествуют какое-то время, пока не останавливаются в лабиринте тьмы, лабиринте Оранга, чтобы исследовать его. Чтобы узнать, почему лабиринт так важен для них, он использует магию Айкуруса Эльранда, чтобы просмотреть воспоминания. Так он узнает истинную цель их путешествия – найти волшебную палочку. Они все вместе отправляются в лабиринт, чтобы найти палочку. Они идут несколько минут, пока Юсука не находит короткий путь и не ведет своих спутников по нему. Через несколько минут они получают палочку, но не чувствуют удовлетворения. Юсука замечает это и снова стирает их воспоминания. После этого он ведет их обычным путем, чтобы они могли спокойно пройти подземелье и почувствовать радость от получения палочки. Но даже после этого Юсука стирает из их памяти все, что связано с ним, чтобы они чувствовали себя удовлетворенными. После этого он отправляется в столицу по делам. Что касается награды за охоту, то он оставляет ее на следующий раз. В награду Алисия дает ему несколько карт с исцеляющими заклинаниями, и он отправляется дальше. Така и Фудзимия перестают смотреть, чтобы похвалить Анку за то, что он такой крутой в этой сцене. Через несколько мгновений они делают перерыв, чтобы выпить чего-нибудь освежающего, и жалуются на жару на улице. Трио обсуждает фанатов и Анку, упоминая разные глупости, прежде чем они переключаются на просмотр другого воспоминания. На этот раз Анка просматривает воспоминания одного из рыцарей нации. Судя по всему, епископ Зерниган назначил этих троих героями. Юсука телепортируется в столицу и направляется к центральному командному пункту. Незадолго до его прибытия Зерниган, командующий королевской армией Рикардо Маркфельд и его помощник Миллер обсуждают, как использовать этих трех героев в качестве марионеток, чтобы устроить хаос и нажиться на войне. Услышав достаточно, Юсука показывает свое лицо и вызывает экран с воспоминаниями Рикардо, чтобы все увидели, как он планировал свой план с Миллером совсем недавно. После просмотра воспоминаний Рикардо оправдывается и говорит Анке, что он просто хотел помочь ребятам стать лучше в своем деле. Но даже это не оправдывает его ужасные поступки. Така, услышав ответ Анки, очень радуется тому, что ситуация прояснилась. Он готовится и с нетерпением ждет, когда Рикардо получит по заслугам. К сожалению, этого не происходит, и Рикардо использует свою корпоративную ауру крутого парня, чтобы подавить Анку. Он решает все изменить, превратившись в самую могущественную форму жизни, которую он знает, своего толстого учителя из средней школы. После превращения братец от души отвешивает Рикардо пощечины, заставляя его замолчать. Вскоре появляется его помощница, чтобы защитить босса. Она получает свою порцию пощечин, что приводит ее в чувство и заставляет ненадолго замолчать. Через несколько мгновений Рикардо начинает жаловаться на ублюдка, который нарушает естественный порядок вещей, уничтожая их самых мифических зверей. Пока они спорят, в замок врывается Мейбл со своими ледяными способностями, готовая сразиться с нарушителем. Когда она узнает, что это никто иной как Анку, она снова тает и умоляет его поскорее уйти. Чтобы обмануть солдат в комнате, Мейбл и Анку создают иллюзию, будто они сражаются по-настоящему, а сами прячутся за углом и подбадривают солдат. Солдаты попадаются на удочку, и Мейбл начинает хвастаться своей бесполезной работой, заставляя Анку думать, что он зря тратит время, путешествуя по миру. Очевидно, Рикардо нашел ее бесцельно бродящей по лесу и дал ей работу, увидев, на что она способна. Так продолжается несколько минут, пока Мейбл не просит Анку проиграть ей в иллюзии, чтобы все думали, что она хорошо справляется. Услышав это, Анку подходит слишком близко и смущает ее своими неожиданными комментариями. В конце концов, Рикардо понимает, что это уловка, и называет Мейбл неудачницей и шпионкой, которая не может выполнять свою работу как следует. Это так злит Мейбл, что она внезапно нападает на Анку.
атаку. В конце концов, Юски побеждает ее, но не сразу, а после того, как она убивает около дюжины солдат королевской армии. Сразу после победы Юски понимает, что все это время она была под контролем епископа. Он использовал святую магию, чтобы манипулировать ею и дергать за ниточки за кулисами. Зернагас оправдывается и пытается объяснить свои действия, но Юски вправляет им мозги. Затем он оставляет людей Рикардо, чтобы они заключили мир. Поначалу Рикардо вообще не хотел мира, но после недолгих уговоров он сдается и прислушивается к своим людям. Епископ возмущается, потому что беспокоится, что страна останется без средств на армию. Юски, он же Волчья Кровь, говорит им, чтобы они звали его, если на них нападут, и он придет на помощь. Чтобы доказать, что он действительно так силен, как говорит, он превращается в пылающего дракона и улетает, чтобы больше никогда не вернуться. Така и Фудзимия хвалят Юски за его крутость, но вскоре понимают, что Мейбл уволили. В любом случае, они ненадолго прервали воспоминания и вскоре заметили, что у Такафуми на коже появились чешуйки. После дальнейшего расследования они понимают, что чешуя на коже Такафуми появилась из-за того, что он использовал слишком много сокращенных версий заклинаний. Чтобы помочь ему, Юски превращается в динозавра, чтобы побыть со своим племянником-динозавром, пока они ревут в небе и пугают бедного Фудзимию. Время летит незаметно, и к августу 2018 года в Японии установилась рекордная жара. Погода была настолько жаркой, что игровая приставка Юски начала барахлить. Фуджимия приходит в летнем платье и угощает мальчиков мороженым. Она предлагает Юсуке использовать его ледяную магию, чтобы охладить комнату, потому что кондиционера нет. У Юсуки появляется идея, и он мгновенно охлаждает всю комнату с помощью спасительной ледяной магии. Фуджимия предлагает купить кондиционер, но, к сожалению, у мальчиков совсем нет денег. Продолжая разговор, они начинают придумывать идеи, и Фуджи предлагает выложить воспоминания Анку на YouTube, чтобы заработать просмотры и деньги. Таки, однако, эта идея совсем не нравится, и чтобы доказать это, он просит Анку показать свои мысли на экране. Юсуки делает это, и они видят, насколько это плохая идея. Им нужна идея получше от духов, и нужна она им срочно. Кстати, о духах, Фуджи спрашивает Анку, как они выглядят, надеясь, что он опишет красивых людей и тому подобное. К сожалению, это совсем не так, потому что Анку описывает их как волю и смысл жизни. Эта новость их удивляет, и Таки начинает беспокоиться о психическом здоровье Анку. Затем он получает сообщение от ледяного духа, который хочет получить голову коровы в качестве компенсации за охлаждение комнаты. Когда они узнают цену головы, то понимают, что это 5 миллионов иен, что для них невозможно. Таки и Фуджимия спрашивают, что будет, если они не построят алтарь. Анку говорит, что ледяной дух заморозит землю на 10 лет, и это пугает детей. Он собирается приготовить рыбу, но ему звонит ледяной дух и говорит, что вместо этого он должен отдать голову рыбы. Дети спрашивают его, почему духи так безразличны к людям, и Анку отвечает, что духи считают всех существ одним организмом. Он объясняет какую-то ерунду про игры Sega и, наконец, переходит к разговору о том, что они драконы. Одно за другим, и вот они уже готовы посмотреть еще одно воспоминание. На этот раз это воспоминание о том, как Анку чуть не застрял в облике пылающего дракона, пробыв в нем всего месяц. Когда начинается воспоминание, Анку объясняет, что сначала ему казалось крутым выйти из дворца в облике пылающего дракона. Но вскоре он понял, что это была плохая идея. Прежде чем он окончательно превратился в дракона, появилась Цундари-девушка и привела его в чувство. Така и Фудзимия очень рады наконец-то увидеть знакомое лицо спустя столько лет. Вскоре начинается битва, и Цундари-девушка противостоит ужасному дракону. Така очень рад, что им было весело. К сожалению, битва длилась всего 10 минут, прежде чем Цундари-девушка победила Анку. Она оставалась с ним до сумерек, пока не появилась компания головорезов, которым она задолжала деньги, чтобы забрать орка, которого она только что поймала. Главарь, которому она задолжала деньги, предлагает ей бросить орка и считать, что она выплатила долг, или рискнуть быть убитой, если она будет сопротивляться. Цундари-девушка делает храброе лицо и называет президента компании безмозглым за то, что он преследует должников. Вместо того, чтобы обидеться, главарь приказывает своим людям оскорблять Цундари-девушку за то, что она принцесса без денег. Это застает Таку и Фуджи врасплох, потому что они и не подозревали, что она принцесса. Они ругают Анку за то, что он такой глупый и не узнал ее, и даже не сказал им, что она принцесса. В конце концов, Санди приходится применить грубую силу. К сожалению, как только она достает свой меч, вступает в силу ее контракт о ненападении, и лидер группы, Хаген, начинает нести какую-то чушь. Но не успевает он закончить свою болтовню, как Анка поднимается и уничтожает контракт с помощью какой-то темной магии. Сразу после этого он благодарит Санди за то, что она помогла ему с драконом, и считает, что теперь он ей ничего не должен, потому что уже спас ее от контракта. Санди тут же начинает приставать к нему, умоляя не бросать ее с этими ребятами. Анка говорит, что ему нужно принять ванну, но Санди говорит, что от него хорошо пахнет. Пока они продолжают ссориться, Хаген начинает вести себя как маленький ребенок, который потерял свою конфетку. Когда он заканчивает, он зовет гигантского охотника Долдера, чтобы тот проучил Санди. Хаген дает этому огромному подонку возможность сразиться с эльфийкой, но как только начинается бой, Анка отдает Хагену кольцо и поднимает всю армию, делая предложение этому идиоту прямо на глазах у всех. Санди так злится, что вокруг них начинает рушиться земля.
В конце концов Анка затаскивает ее в грязное болото. Хаген решает оставить их и наслаждаться жизнью со своими людьми. Тем временем Анка и его девушка продолжают говорить о драгоценных металлах и тому подобном. После милой перепалки и милых шуточек они отправляются на горячие источники на севере, чтобы помыться. По дороге туда Санди спрашивает его, почему он так помешан на чистоте, и он отвечает ей какую-то глупость, чем раздражает обоих детей. Вскоре они замечают, что в комнате всего 10 градусов, и это слишком холодно для них. Анк снимает заклинание со льдом и прячется под одеялом вместе с детьми, пока температура не поднимется до нормальной. После череды жалоб от детей Анк наконец-то призывает клинок тьмы, чтобы отключить сигнал и Wi-Fi. Затем он рассказывает про инфракрасный порт, но дети только смеются над ним и говорят, что теперь это называется Bluetooth, и это намного лучше, чем инфракрасный порт. В следующем воспоминании они видят, как в городе Анк становится свидетелем того, как в животе у человека поселяется паразит. Он быстро возвращается домой, чтобы проверить живот Мейбл и убедиться, что с ней все в порядке. Затем он подходит к Санди и тоже заглядывает ей под юбку. Санди ругает его, но потом жалеет, когда паразит в животе Анка начинает атаковать его. Они быстро останавливают видео и идут ужинать пиццей. Через несколько дней Сава, подруга Фудзимии, решает навестить Такафуми. Шиаки тоже приходит в гости. Он пытался приставать к Саве, но, к счастью, Така спустился и проводил их в комнату, прежде чем он успел что-то сделать. В комнате Фудзимия приветствует свою подругу и спрашивает, что она здесь делает. Сава обнимает свою подругу и умоляет ее поскорее убраться из этого дома, пока они не набросились на нее. Тем временем Чиаки спрашивает, где Юнг, и Така говорит, что он недавно вышел. Вскоре девушки присоединяются к ним в гостиной и видят, что рядом с телевизором стоит отвратительная рыбья голова. Сава в ужасе, но потом слышит, как ее подруга обсуждает какие-то странные магические термины с Такой и решает, что им пора уходить. Когда они уже собираются выйти за дверь, Юнг заходит в дом и злобно смотрит на Саву. К этому времени Сава уже уверена, что Юнг проводит какие-то культовые собрания в своем доме. Юски громко смеется и говорит Саве, что не стоит верить всему, что они пишут на YouTube. С этими словами он уходит, оставляя Саву с Фудзимией. Девушки обсуждают Такафуми и его жуткого дядю. В конце концов, Сава понимает, почему Фудзимия живет у Такафуми. Она ему нравится, и она не хочет его отпускать. Сава просит подругу принести кофе, и пока ее нет, решает проверить, насколько Такафуми странный, показав ему несколько подозрительных фотографий себя и своей подруги. Надеясь, что его извращенная натура возьмет верх и подтвердит, что он действительно странный. Когда она дает ему свой телефон, Такафуми начинает искать мужчин на фото и задает вопросы о них, когда находит кого-то на снимке. Сава видит, что Така очень защищает Фудзимию. Она вздыхает с облегчением и спрашивает Таку о его юности, проведенной с Фудзимией. Така описывает Фудзимию-младшую как задиру, которая сейчас выглядит и ведет себя как Чаки. В это время появляется Чаки и снова пристает к Саве. В это же время приходит Фудзимия с кофе и раздражает всех за столом своим сходством с Такафуми. В это время появляется Анку и показывает экран с воспоминаниями, на котором Фудзимия-младшая выглядит моложе. Сава удивляется и спрашивает, что делает Анку. Чтобы не напугать их, Анку пытается стереть их воспоминания. Така и Фудзимия быстро соображают и спасают своих друзей от стирания воспоминаний ужасающей магией Анку, выталкивая их из дома. После этого они успокаиваются и разговаривают о другом. Анку случайно рассказывает о том, как он принимал ванну в другом мире. Дети хотят посмотреть воспоминания, поэтому Анку усаживает их и включает экран с воспоминаниями. Сначала они видят Анку и его странные стоны. Затем они перематывают на 20 минут вперед и останавливаются, когда видят его перед девушкой в юкате. Поскольку это было не по теме, дети попросили Анку немного отмотать назад, пока не дошли до его уединения с девушкой в юкате. Уже стемнело, и они только что пришли в гостиницу, чтобы воспользоваться горячими источниками. Перед тем, как прийти, Анку говорит девушке в юкате, что ей не стоит переживать из-за своего королевского происхождения. Главное, чтобы она была собой, остальное неважно. Девушка в юкате немного краснеет, когда они подходят к воротам гостиницы. Юски замечает, что надпись на воротах гостиницы написана на японском. Именно тогда Цундаре девушка рассказала, что в этом мире появился таинственный мужчина, который прожил здесь 8 дней, а потом умер в возрасте 88 лет. Анг читает вывеску и понимает, что это источник чистилища, и объясняет Цундаре девушке, что такое чистилище. Прямо перед тем, как появляется странный мужчина и приглашает их в источник. Прежде чем впустить их, он рассказывает им об истории гостиницы. Оказывается, тело и одежда его хозяина исчезли сразу после смерти, и он оставил ему инструменты и материалы для строительства. Пока они продолжают обсуждать другие вещи, Анг раскладывает свои инструменты и не обращает внимания на разговор, который происходит перед ним. Через несколько минут они заканчивают разговор, и мужчина их впускает. В первые минуты пребывания в гостинице Анг умудряется всех напугать. К счастью, никто на него не нападает, и они добираются до административного здания целыми и невредимыми. Зарегистрировавшись в гостинице, Анг принимает ванну, которая длится 20 минут, и они быстро перематывают время до сцены с юкатой.
Оказывается, девушка в юкате – это просто цундери девушка в кимоно. В любом случае, цундери девушка ведет Юсуке в комнату, которую она для них забронировала, и долго объясняет Юсуке, почему им нужно жить в одной комнате. После долгого спора с Анком и маленькой девочкой, которая распределяла комнаты, Анк наконец соглашается жить в одной комнате с цундери девушкой. Когда они приходят в свою комнату, он берет свою циновку и прячется в маленьком шкафу, чтобы отдохнуть. Цундери девушка очень разочарована в Анке, потому что он такой глупый. Но она и представить не могла, что будет дальше. Только она собралась лечь спать, как к ней подкрадывается Анк и делает успокаивающий массаж, который ей очень нравится. Но из-за своей глупости он отправляется на колесо обозрения, но Сандэй не готова к такому. Она щекочет его до смерти и заставляет смеяться, как идиота. Они смотрят друг на друга, и напряжение между ними нарастает с каждой минутой. Така останавливает трансляцию, чтобы убедиться, что в следующую минуту ничего не произойдет. Когда он убеждается, что все в порядке, он разрешает Анку продолжить просмотр. Оказывается, Алисия и ее братья все это время подслушивали из-за двери. Анк разоблачает их и задает несколько вопросов. Сандэй подружилась с Алисией, когда рассказала ей о своих отношениях с Анком. Тем временем братья отдают Анку его долю в миссии по спасению ежей и злятся, когда он просто принимает подарок, не задавая вопросов. Они продолжают говорить всякую ерунду, пока Сандэй не решает показать всем, насколько она ревнива, когда рядом с Юски появляются другие девушки с большой грудью. Убедившись, что Юски не в ее вкусе, она отчаянно пытается свести его с одним из двух парней, которые за ней ходят. К счастью, парни не подкаблучники, поэтому они сразу же отказывают ангелу. Они переключают внимание на волшебную палочку, и Сандэй очень расстраивается, когда понимает, что Алисия покрасила ее, чтобы она выглядела красиво. Анк игнорирует девушек и просит парней показать ему свои самые смертоносные приемы, чтобы он мог их выучить. Когда они отказываются это делать, он использует свою силу Иран Эль Курус, чтобы увидеть, что они умеют делать, в воспоминаниях Алисии. Сандэй видит ножны, которые она искала, и спрашивает, где они их оставили. Получив нужную информацию, она надевает доспехи и выходит из гостиницы, попрощавшись с остальными, чтобы забрать древний артефакт. Через несколько минут после ее ухода Алисия начинает волноваться и спрашивает Куроки, он же Юски, все ли в порядке с Цундери. Юски уверяет ее, что с Цундери все хорошо. Теперь, когда ее нет, гостиница в безопасности. В ту же минуту они оборачиваются и видят, что гостиница горит, как адское пламя, потому что прямо у них на глазах на нее напал монстр. Увидев, на что способен гипнотический монстр, они бросились обратно в гостиницу, чтобы победить его. Вскоре они узнают, что над гостиницей летают антимагические птицы. Пока они летают, Юски не может использовать магию для борьбы с монстром. Поэтому Эдгару и его брату придется сдерживать гипнотического монстра, пока Юски разбирается с надоедливыми антимагическими птицами. Така и Фудзимия спрашивают Анку, как ему удалось выжить, и он говорит, что сделал все возможное, чтобы остаться в живых. Тем временем Эдгар и его брат рады, что их тренировки не прошли даром. Сначала Така, Фудзи и Анку думали, что он говорит о себе, но, к сожалению, это было не так. Они говорили о гигантском монстре. Анку идет в ванную, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. В этот момент Эдгар и его брат продолжают говорить о Юсуке, давая понять зрителям, что он их наставник. Услышав это, Така и Фудзи пытаются уговорить Анку выйти из ванной. К сожалению, Анка был слишком далеко, чтобы обращать на них внимание. Они ждут некоторое время, но Анка так и не выходит, и они возвращаются к просмотру. Вскоре после того, как Анка избежал опасности, он достает несколько карт заклинаний, которые у него были, и использует их, чтобы уничтожить первую птицу. Вторая птица замечает Юсуки и нападает на него. К счастью, Сандэй спасает Юсуки, сбив птицу и поджарив ее мечом, который она получила от Эдгара. После того, как Сандэй спасает Юсуки, она еще несколько раз стреляет в него, чтобы он ее заметил. Фудзимия просит Анку объяснить, что это за птицы и почему они мешают использовать магию. Анка объясняет, что у птиц изо рта идет неприятный запах, и это раздражает духов. Анка возвращается на поле боя и видит, что Алисию преследуют ее загипнотизированные братья и та маленькая девочка. Монстру, похоже, нравится наблюдать за страданиями Алисии. Анка присоединяется к битве и по пути получает исцеление. Когда они убегают от своих ненормальных приятелей, Анка берет палочку и активирует ее, заключая себя, Алисию и остальных в две желтые светящиеся клетки. Он спрашивает Алисию, может ли она снять гипноз. Алисия встает и произносит несколько заклинаний своей святой магии, после чего гипноз снимается. Монстр пытается напасть на нее, но тут Алисия всех удивляет, используя приемы Эдгара, вырубая монстра. Алисия становится героиней вечера, но это еще не конец, потому что гипнотизирующий монстр убегает и призывает адских псов, чтобы задержать врагов. Теперь Эдгару и остальным предстоит сразиться с разъяренными голодными зверями. Анк наконец-то возвращает свою магию и использует ее, чтобы нанести достаточно урона бешеным псам. Эдгару и его людям оставалось только наблюдать, как Анк колдует над зверями. Когда он закончил, они принялись за уборку после нападения. Пока трое героев разговаривали с хозяином гостиницы, Анк восстановил стену с помощью барьера и подарил владельцам новый экран, чтобы они могли
могли любоваться закатом. Эдгар проверил прочность барьера и понял, насколько он силен. Вскоре Анг выключает запись, потому что дальше только смех и разговоры. После битвы Юсуке снова искупался в горячем источнике и наслаждался моментом в одиночестве. В этот момент появляется Алисия в мокром нижнем белье и тоже идет купаться. У них был момент, и Алисия совершила ошибку, чуть не раздевшись. Алисия уже поправила платье. Она извинилась перед Ангом за то, что смутила его, и спросила, нравятся ли ему такие молодые девушки. Оказалось, что Анг немного младше Алисии, и он сказал ей об этом. Учитывая, что ее день рождения не совсем точный, она может быть намного младше. Анг спрашивает, почему она так думает, и Алисия отвечает, что у нее нет никаких воспоминаний до 9 лет. Затем она просит его применить заклинание Икарус Эльран, чтобы увидеть ее воспоминания. Анг делает это, и они видят, что она находится между тремя рыцарями, которые только что спасли ее от гоблинов. Единственное, что было на ней, это старая карта. В конце концов, ее удочерила жрица Адельши и воспитывала как послушницу до этого дня. После того, как Анг увидел воспоминания Алисии, он признается, что несколько раз стирал ее воспоминания. Алисия в шоке и просит Юсуки рассказать ей, какие воспоминания он стер из ее головы. Юсуки рассказывает ей о 2 случаях, когда он стирал ее воспоминания, и обещает больше никогда этого не делать. Алисия злится и спрашивает Юсуки, почему он не берет на себя ответственность за все, что он сделал. Анг говорит, что он просто плохой человек и хулиган с куриными мозгами. Что касается барьера в запечатанном городе, Анг говорит, что это он его разрушил. Объясняя дальше, Анг говорит, почему он разрушил барьер. Он думал, что сильная магия в барьере отреагирует на его атаку и создаст искажение в пространственно-временном континууме, которое могло бы вернуть его домой. Алисия понимает точку зрения Анка, но с этого момента она просит его больше не стирать ее воспоминания о нем. Энк обещает, и Алисия подходит к нему опасно близко. Они продолжают обсуждать всякую ерунду, пока Энк не просит ее раздеться, чтобы он мог запомнить ее тело. В любом случае, Така и Фудзимия вскоре понимают, насколько Энк возбужден, и советуют ему прекратить стирать воспоминания, чтобы он не сошел с ума. Энк говорит им, чтобы они не волновались, а вместо этого научились отключать эмоции, чтобы если с ними случится что-то необычное, они могли легко отпустить это и не тратить энергию. Через несколько часов Энку становится скучно, и он решает прослушать предупреждающее сообщение, записанное на компакт-диске с игрой Sega. Но для этого ему нужно вставить диск в проигрыватель. У Такафуми нет проигрывателя, и он говорит об этом Энку. Юски психует и начинает ныть как идиот. Юски возвращается к рассказу о встрече с поющим монстром. Когда Энк слышит о поющем монстре, он с помощью магии бросается вперед, чтобы уничтожить его. Но в тот момент, когда он собирается нанести удар, он видит, что под монстром стоит Мейбл. Он понимает, что монстр — это просто большая ледяная статуя с красными глазами, а поет Мейбл. Мейбл также удивлена, увидев Энка, как и он, увидев ее. Вместо того, чтобы отругать ее, он тихо говорит с ней, пока она не признается, что живет в лесу. Когда Энк спрашивает ее о работе, она врет и говорит, что уволилась и ушла жить в лес. Орк встает, чтобы убить ее, как и было приказано, но Мейбл обещает, что уйдет из леса как можно скорее, чтобы ее не избили. Орк немного расстроился, но потом достал меч и развел костер рядом с палаткой Мейбл. Слово за слово, и они разговорились о финансовом положении Мейбл. Она не может продать кольцо, которое ей подарил Юски, и он советует ей стать бардом, потому что у нее такой красивый голос. Мейбл смущается и просит Юски перестать ее смущать. Орк говорит, что если бы у нее был такой голос в Японии, она бы купалась в деньгах. Мейбл оживляется, услышав про деньги, но потом ей становится жаль Юски, который кажется таким одиноким и потерянным в этом мире дерьмовых людей и монстров. Чтобы помочь ему, она предлагает спеть ему песню из его родного мира, если он научит ее петь эту песню. Ну, орк пропускает часть с обучением и останавливается на моменте с пением. Мейбл глубоко вздыхает и начинает петь самую отвратительную песню из игры. Орк засыпает у нее на коленях и отключается. Вскоре после этого воины из столицы наконец находят орка и нападают на него. Девочка-солдат заботится о них и смотрит, как Мейбл и орк поют песню. Юски опускает экран, чтобы показать детям еще одно воспоминание о том, как он слушал песню, пока отдыхал и узнавал имя героини своей любимой игры в детстве. Така и Фуджи показывают, что произошло после той ночи. Итак, Анку снова вызывает экран воспоминаний. На этот раз Сандэй возмущена безразличным и идиотским поведением Анку. Она жалуется ему, что он не замечает ее и всегда флиртует с любой девушкой, которую видит. Анку в конце концов ссорится с ней и называет свое полное имя. Услышав его имя впервые, Сандэй краснеет и пытается запомнить его.
Анку произносит его по буквам, и это еще больше злит Сандэй. Она уже давно влюблена в Анку. После того, как Анку назвал свое имя, он просит Сандэй назвать свое. Сандэй смущается, но потом называет свое имя. Сузаль Джира Загал Энвес Гилрио Гранц Эльга Эльга. Он слишком туп, чтобы запомнить такое длинное имя, да и вы тоже. Но в конце концов он сокращает его до Суи. Шучу, ребята, ее зовут Суи. С этого момента Сандэй будет звать ее Суи. Суи не понравилось, что ее имя сократили, потому что это было неуважением к ее фамилии. Но Юски понял значение слова Суи, и она наконец разрешила ему называть ее так. Така и Фуджими очень рады за Анку, потому что он наконец-то добился девушки. Через несколько минут появляется Мейбл и просит завтрак. Суи гладит ее по голове, пока они не отправляются в старый храм Джота. Юски вспоминает, как Мейбл пела прошлой ночью, и это ее смущает. В конце концов, они говорят на иностранном языке, пока Анку не подходит ближе к алтарю и не разрушает его своим пламенем, высвобождая свирепого священного монстра, который прячется под алтарем. Как раз перед началом битвы Така и Фуджими напомнили ему о легенде, что если разрушить алтарь, случится что-то плохое. Анку сказал, что разрушил его тогда, чтобы посмотреть, произойдет ли что-нибудь, и тогда он сможет вернуться домой. Така и Фуджи немного удивились этому. Прежде чем они потеряют аппетит, Анку продолжает видео. После атаки свирепый священный монстр возвращается в нормальное состояние и начинает воскрешать мертвых животных. Мейбл и Суи атакуют всех монстров, но те не погибают. Анку подходит ближе к собакам, но священный монстр гипнотизирует его и обращает против девушек. Внезапно Анку выпускает огромного огненного дракона, который уничтожает половину растений на поле, где они находятся. К счастью, Мейбл удается спасти Суи. Анку готовится ко второй атаке, но тут появляются Алисия и ее друзья, чтобы образумить Анку. Эдгар бьет Анку в живот, а Алисия защищает девушек от его атак, прежде чем исцелить его. Пытаясь вернуть Анку в нормальное состояние, Алисия рискует жизнью, чтобы спасти его от воздействия на тело. На мгновение она видит воспоминания Юсуки и рассказывает о них, когда приходит в себя. Прежде чем она успевает объяснить, что видела в голове Юсуки, Анку приходит в себя и снова начинает бормотать что-то непонятное. В этот момент он выходит из этого ужасного состояния и выпускает из бутылки пылающего дракона. Пылающий огненный дракон поглощает всю исцеляющую энергию священного монстра. Как только это произойдет, остальные смогут уничтожить дракона. Но вот о чем не подумал этот болван, так это о том, что дракон станет слишком сильным. В свою защиту он указывает на Мейбл и говорит, что у нее есть божественный ледяной меч, и они могут использовать его, чтобы победить дракона. Они не знали, что Мейбл уже была парализована страхом. Наконец, Суи, она же Цундере, перестала нести чушь и объяснила свой план. Она собирается наполнить свой древний меч магией Юски и выпустить всю силу разом на дракона, чтобы они смогли убить его, пока он не восстановился. Так как Аркфейс, он же Юски, уже убивал огненного дракона, Мейбл и ее ледяной меч не нужны. Алисия наедине говорит Юски, что не рассказала своим братьям о нападении гоблинов. Суи зовет всех и заставляет их представиться друг другу, чтобы Алисия перестала разговаривать со своим парнем. После трехминутного представления Мейбл в качестве главной героини, наконец все становится серьезно, когда монстр достигает финальной стадии регенерации. Суи просит Юски взять ее на руки, чтобы они могли вместе атаковать монстра. Юски сначала испугался, но потом решил держать Суи на руках, как будто она мусор. Мейбл же пытается убежать от взгляда монстра, потому что не хочет помогать им. В конце концов, она смиряется со своей судьбой и становится приманкой для монстра, чтобы остальные могли легко его атаковать. Монстр бросает в нее камень, и если бы не Алисия, которая подоспела и спасла Мейбл, используя технику другого парня, то все могло бы закончиться плохо. Когда приманка уже готова, Анг и Сью готовятся напасть на монстра сзади. Сью сомневается и не хочет рисковать своей жизнью ради детей. Но Анг подбадривает ее, и она готова выполнить волю Господа. Они стоят неподвижно, пытаясь придумать стратегию, которая сработает. Они еще несколько минут говорят всякую ерунду, чтобы успокоить друг друга, а потом наконец-то собираются с мыслями. Така останавливает видео и делает паузу, чтобы подготовиться к просмотру лучшей битвы в своей жизни. Анг предлагает ему кофе и печенье, чтобы он мог перекусить перед просмотром. Анг взлетает в небо вместе со Сью, уклоняясь от дыхания дракона и подбираясь к нему поближе. Когда они оказываются достаточно близко, Анг вкладывает свою магию в меч и увеличивает его силу в 100 раз. Сью использует эту силу, чтобы выпустить свой ультрадальнобойный космический разрушитель, который оказывается мощным космическим лучом, уничтожающим дракона дотла. После битвы, которая заканчивается буквально через минуту, Сью падает в обморок, и Анг успевает подхватить ее.
Сью приходит в себя и говорит, что это была шутка. Она мечтательно смотрит ему в глаза и благодарит звезды за то, что ее план сработал. В этот момент Анс несет Алисию на руках как свою жену и прижимает ее к себе, пока они мягко спускаются на землю. Когда они приземляются, Анс высвобождает силу пылающего дракона с помощью святой магии. В этот момент появляется Мейбл и остальные, чтобы поприветствовать их. Мейбл пытается выглядеть важной, спрашивая Анса, что он думает о ее помощи. Анс кланяется и благодарит ее за помощь. Он поворачивается к остальным и тоже кланяется, благодаря каждого из них за вклад. Затем он берет Алисию на руки и запускает ее в небо, чтобы она почувствовала, каково это летать. После этого он берет мальчиков и тоже запускает их в небо, а потом возвращается, чтобы поблагодарить Мейбл за незабываемую ночь, которую они провели вместе накануне. В знак благодарности он дарит ей второе кольцо и надеется, что она сможет продать его, когда ей понадобятся деньги. Сьюи уже была в ярости из-за того, что Анс был так близок с Мейбл. Когда она подумала, что Анс не сможет, он назвал Алисии и Мейбл свое настоящее имя — Шибазуки Юски. Сьюи подходит к Ансу и бьет его за то, что он так легко раскрыл им свое имя. Пока они ругаются, бутылка с драконом падает, и Сьюи спрашивает Анса, что он собирается делать с бутылкой. Анс говорит, что будет растить дракона и сделает его сильнее, чтобы снова уничтожить его и создать еще больший разрыв во времени и пространстве. Сьюи приходит в еще большую ярость и пытается уничтожить его, чтобы он всегда был рядом с ней. В этот момент Анку заканчивает рассказ и говорит остальным, что наконец-то понял, что привело его туда. Фудзимия пытается узнать, что это за подсказка, но Така говорит, что пока не может сказать. Время шло, они снова проголодались, и Анку решил угостить их раменом. Он ведет детей в модный ресторан, где они едят лучший рамен в своей жизни. По дороге домой Така рассказывает Фудзимии о том, что произошло с его дядей за последние 10 месяцев.